Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом бискотти. Это знаменитое итальянское печенье с большим количеством сухофруктов и орехов. Уверена, многие уже с ним знакомы, но если вы хотите приготовить такое печенье самостоятельно, то смотрите это видео до конца. И, конечно, не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще этого не сделали. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также точно такой же список я оставлю в описании под этим видео. И для начала давайте подготовим курагу. Ее нужно порезать на небольшие кусочки. Я использую ножницы, мне так удобнее, но, конечно же, вам не нужно покупать специальные ножницы, просто нарежьте привычным способом курагу. Нарезанную курагу отставляем в сторону и переходим к приготовлению теста. Муку смешиваем с разрыхлителем, добавляем сахар и снова все перемешиваем. Добавляем цедру апельсина и снова перемешиваем. Отдельно взбиваем яйца. Нам не нужна крепкая пена, нам просто нужно все хорошо перемешать, чтобы желтки с белками хорошо объединились. И добавляем эту массу к мучной смеси. Вымешиваем все ложкой, миксер нам не понадобится, но если вам удобнее воспользоваться миксером, то пожалуйста. Когда будет уже довольно сложно вымешивать тесто ложкой, переходим на рабочую поверхность. Выкладываем тесто и продолжаем его вымешивать руками. Сначала тесто будет непослушное, оно будет рассыпаться, но буквально через несколько минут вы увидите, какое оно мягкое, как оно хорошо замешивается, и проблем уже дальнейших не возникнет. В процессе вымешивания добавляем курагу, изюм и орехи. Я использую фундук и молотый миндаль, но вы, конечно же, можете брать любые орехи. Фундук я обязательно рекомендую добавить в бискотти, потому что в разрезе они смотрятся очень интересно, и вкус фундука, конечно же, гораздо приятнее любого другого ореха именно в этом печенье. Вымешиваем все руками. Тесто будет довольно непослушное, сухофрукты будут выскакивать из теста, но если оно слишком липкое, то добавьте немножко муки и продолжайте вымешивать все руками. Важно хорошо вмешать все сухофрукты. Если же вам кажется, что их много, то поверьте, это не так. Просто нужно тесто вымешивать подольше, и тогда оно примет в себя абсолютно все орехи и сухофрукты. Если же тесто слишком липкое, то буквально 1 столовую ложку муки можно добавить, но будьте с этим очень осторожны. Иначе тесто получится слишком тугое и печенье получится невкусное. Скатываем тесто в колбаску и делим ее на 2 части. Мы будем выпекать 2 такие колбаски на одном противне. Впоследствии мы их будем разрезать уже на печенье. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. До легкого румяного цвета. Важно не передержать бискотти, потому как нам нужно будет еще эти колбаски разрезать на кусочки. Итак, 180 градусов 20 минут. Вот такие колбасочки у нас пухленькие получились. Выкладываем их на решетку и даем остыть буквально 2-3 минуты. Они просто не должны обжигать вам руки, но и слишком остужать их не стоит, потому как вы не сможете впоследствии их нарезать на кусочки. Берем нашу первую колбаску и разрезаем по диагонали на кусочки толщиной примерно 1,5 сантиметра. Это еще не готовое печенье, оно
внутри не пропеклось. Оно довольно влажное еще, потому что мы впоследствии после нарезания будем снова выкладывать на противень и выпекать в духовке. Поэтому сейчас просто разрезаем наши батончики и выкладываем снова на противень. Нам нужно будет подсушить это печенье, чтобы оно действительно приняло вид печенья, а не полусырого рулета или батона. Как вы видите, мне без труда удалось все нарезать, потому как батончики были горячие, и это дает мне возможность равномерно, не деформируя кусочки, все хорошо разрезать. Итак, выкладываем снова все на противень и отправляем дальше в духовку еще на 10 минут. Вот такие румяные золотистые бискотти у нас получились. В разрезе видно, насколько много здесь сухофруктов, и фундук смотрится очень интересно. И запах апельсина, конечно, просто волшебный. Я очень рекомендую приготовить вам это печенье. Оно не должно быть мягким, оно напоминает скорее такие сухарики, но в более легкой форме, с сухофруктами. Обычно бискотти подают с каким-то напитком, либо с молоком, либо с чаем, кому как больше нравится. Я же люблю есть бискотти абсолютно в любом виде, даже без чая, без напитков. Мне всегда будет вкусно. Я надеюсь, вам понравился этот рецепт. Обязательно делитесь в комментариях, что у вас получилось. Не забудьте поставить сердечко и подписаться на мой канал, если вы еще этого не сделали. Всем спасибо и до скорых встреч. Всем пока!